Всем привет! Вы на канале Польза.нет Лайв. Меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. Но здесь будет все довольно проблематично с экономией вам средств, потому что это довольно дорогой и хороший смартфон на Android. Это у нас Oppo Find X7 Ultra. Oppo Find X7 у меня тоже будет на обзоре. На этот смартфон у меня уже было два обзора. Первый на Польза.нет стримы. Сейчас я, кстати, снимаю на его основную камеру, на основной модуль в 4К 60 FPS, это максимум. Здесь нет 4К 120 FPS, допустим, как в Nubia Z60 Ultra. И также нет 8К 30 FPS, как еще в большом количестве устройств. Допустим, не знаю, Sony может 4К 120 FPS, который 1V снимать. Но это я отбежал не туда. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, потому что чтобы у меня была мотивашка делать подобные обзоры, у меня должны быть логично просмотры и лайки. И тогда я буду тратить на это время, а не на обычные обзоры. И к чему это все? К тому, что данный смартфон, он нереально крутой. Сейчас объясняю почему. Смотрите. Это ультраширик. Здесь нам мешает чехол, получается, ультраширик. Очень странно. Нет, это мешает, получается, вот эта шайба. Это телевик, это еще один телевик. Только телевик X6, вот сейчас я ему помогу с фокусом, он снимает максимально отвратно, так же как снимает максимально отвратно ультраширик. И большинство об этом и так знают, но большинство делают вид, что все круто и ладно. Но мы делать вид не будем. Вы сейчас увидели ультраширик, точнее телевик на X6 и ультраширик. Если говорить про эти два модуля, то на данный момент они не должны суперски снимать. Вот сейчас я в одинаковых условиях, в принципе, для, наверное, смартфонов уже 60 буду снимать себя, параллельно смотреть, чтобы я был точно в кадре, на жестком штативе. И опять же, это уже, наверное, шестой десяток смартфонов пошел в той же истории. Плюс, начнем с этого смарта. Какие здесь у него плюшки? Это IP68. Вы его можете топить, я его топил в бассейне, с ним ничего не произошло. Второй момент, это, разумеется, все 4 модуля могут переключаться в 4К 60 FPS. Помимо этого есть еще фронталка на 4К 60 FPS. Если говорить про фронталку на 4К 60 FPS, первое, она снимает классно. То есть очень часто она у меня снимала лучше, чем яблоко. Второе, у нее есть автофокус, но третье, в отличие от каких-нибудь там самсунгов, с основного модуля, с телевика, с ультраширика, со второго телевика, вы не можете переключаться на эту фронтальную камеру. И, разумеется, можно расшарить все это дело программами, но в стоковом варианте это невозможно. С чего хочется начать? Комплект, разумеется, быстрая зарядка, разумеется, чехол максимально скользкий. То есть, если я приобрел смартфон изначально в синем цвете, его не оказалось, я согласился на коричневый, пришел мне коричневый чехол с коричневым смартфоном, но проблема этого смарта оказалась в первую очередь в том, что без чехла он менее скользкий, чем с чехлом. По поводу его работы в играх и всем остальном я особо останавливаться не буду, скажу, что у меня претензий к нему было по минимуму, и вы можете посмотреть на Польза.нет стримы, мы несколько часов его гоняли, либо сразу полный обзор. В полном обзоре из интересного, то, что вы не сможете здесь никаким образом увидеть, это сравнение с iPhone 15 Pro Max по видео. Я не знаю, как люди увидели выигрыш Oppo Find X6 Ultra, но кто-то увидел, наверное, уже в первую очередь те, кто приобрел. Потому что по мне, конечно, по видео он слил, а по фото есть одна магия. И если вы приобретаете устройство, опять же, дороже $600, допустим, те же какие-нибудь, не знаю, Соньку, еще что-то, вы всегда, как яблоко, надеетесь увидеть фотографии как на зеркалке, ну или просто как на фотоаппарате. Если вам необходимо что-то красить, то вы можете красить это, используя фильтры, либо потом постпродакшн, как это называется. И вот эта вот тема с тем, что форсит по поводу этого смартфона. Давайте сначала начнем с того, что у него все в порядке с экраном, все в порядке с яркостью. Далеко там 1800, по-моему, люксов он у нас выбивал по яркости. Но особенность его яркости в том, что если ты будешь снимать на него, вот даже не в такую погоду, сейчас уже теплее, вот в такую погоду он, наверное, еще быстрее погибнет. Не знаю, где-нибудь там, кстати, сейчас посмотреть, он меня снимает хотя бы, да. Если снимать на него
в плюс 23-25, где-то через 15 минут у него отрубается сенсор. У него он не капитально отрубается, в принципе работает, просто надо перезагружать, выходить, загружать. И это довольно некомфортно, потому что довольно непривычно. Второй момент, давайте я в первую очередь на недостатках остановлюсь, потому что на достоинствах рассказывать про то, что здесь есть режим мастера, я считаю дичью. Почему? Дичью, потому что ручное управление камерой не сегодня открыли, оно есть практически на всех смартфонах, и если у вас самый ультрабюджетник, вы хотите его расшарить, даже не используя Gcam, вот сейчас я в своей личной телеге об этом рассказывал, вы можете просто скачать какой-нибудь DJI Mimo, установить и все, и в предпросмотре выставлять все себе, ISO, апертуру, вообще вот все. Потом подбирать какое-нибудь идеальное место, фотографировать и рассказывать людям, какой он волшебный. Так, у меня уже экран спрятался. Телевик X3, X6, основной модуль. У меня такое смутное ощущение, что он не поймал фокус на мне. Я очень надеюсь, что это не так, потому что в зеркальце я себя вижу, но не всегда. Он же отрубает экран. Надеюсь, что не Ну, опять же, это будет его проблема. Я напоминаю, что я снимаю все одним кадром, и даже если у смарта проблемы, я не собираюсь переснимать, потому что все должно быть одинаково у всех. Тем более условия для него вообще волшебные. Никакого сильного ветра нет, дождя нет. Как помните, у Пикселя было 8 Pro, по-моему, что я просто в дождь облажной попал. Еще у чего-то. У двух смартфонов такое было, но они нормально отработали. По поводу его стереодинамиков. Работают неплохо, но перекос все равно присутствует. По поводу вибро, оно классное, но учитывая массу смартфона, он 223 грамма весит, чехлом почти четверть кило. К сожалению, он тяжелый и огромный. Чтобы вы понимали, насколько он огромный, посмотрите мой обзор, либо прикиньте, что он больше, чем iPhone 15 Pro Max, притом значительно, а в толщину он почти 1,5 сантиметра. 1,5 сантиметра, это не 0,8, не 1,2, это 1,5. Это 1,47 сантиметра, и это прям очень много. Если говорить про какие-то фишки, есть у него механический переключатель, который вам а-ля блокирует камеру, режим VIP. Он блокирует камеру, блокирует микрофон и а-ля security мод. Но я уверен, что каким-то образом программно это все дело можно обойти. Но переключатель это классно. Это они взяли из OnePlus, и хорошо по мне, что взяли. Потому что если бы не взяли, был бы довольно тривиальный смартфон. Если говорить про дизайн, то это такой же, как X6 Pro. Если говорить про то, как он снимает, я, опять же, отключаю момент про воспоминания про режим мастер, профи и все остальное. Почему? Потому что там, ну вот когда вы, опять же, используете режим мастера и все остальное, все зависит от вас. То есть вы, в принципе, платите за алгоритмы. И когда вы платите за алгоритмы, вы хотите достал и снял. Вот здесь телевик X6 и ультраширик в автомате работают максимально отвратно. Если говорить про ночь, вообще молчу. Если говорить про использование ночной съемки, я опять же поспорю. Мне больше понравился, как работал iPhone, но у всех свое мнение, поэтому вы можете сравнить. По поводу фото, я миллиардный раз вам повторяю, как мне пишут, мы и так скачаем исходники. Не надо смотреть и слушать анализ фотографий в сети. Вы скачиваете исходники, на своих мониторах смотрите. Потому что если вы реально заморачиваетесь уже до той степени, что вам интересно, где здесь перешарп, где здесь какие тени, у кого лучше, лучше смотрите сами. Потому что я могу обратить внимание, допустим, на замыленные края, но не обратить внимание на то, что, не знаю, там фокус где-то поплыл. Я могу обратить внимание на то, что здесь, вот почти 9 минут, цвета вообще не соответствуют. А для вас это будет вообще не важно, в принципе. Ну, то есть вы, опять же, люди, которые покупают Oppo, как я уже понял, им нравится, что они получают покрашенную капитально картинку. Не просто чуть-чуть. Я говорю, я вот в обзоре сравнивал фотографию лодки, фотография на Oppo, как будто она новая, только выкрашена. А ей там, не знаю, лет 15, она просто уже вся выцвевшая. Там кусок мусора, просто мусорная такая, место с мусором. Оно раскрашено, как будто там конфеты лежат. Ну и по сравнению с яблоком, которое, пусть она меньше, разумеется, меньше деталей. Там по динамическому диапазону все может быть в каких-то моментах хуже. Но я получил картину маслом от Oppo, а от яблока я получил реальную фотографию.
И да, здесь вкусовщина, но если вам хочется, чтобы что-то красило, купите себе смартфон за 20 тысяч рублей, включите там фильтры, там будет то же самое. Деталей только будет меньше, а также будет тоже картина маслом, не хуже вообще никак. Просто главное фильтр правильно подобрать. Но, опять же, это субъективное мнение. Теперь о хорошем. Смотрите, как все любят. Android Auto здесь нет. Ну, потому что это китайская версия смартфона. Второе. Мы помним, что это BBK. Помним? Что дело BBK делает? Допустим, OnePlus Ace 3, который относится к корпорации BBK, был заблокирован у меня, потому что он китайской версии, и разблокировать я его все еще не смог. Он у меня еще на руках. Это такой вот мой user experience. 12R я глобалку куплю, его разблокировать не будут. Блокировать точнее. Realme GT 5 Pro уже много у кого был заблокирован, его можно разблокировать. Будет ли это временно? Скорее всего, да, это будет временно. Но на данный момент Realme смартфоны китайские тоже блокируются, если они есть в глобале. Дойдет ли эта великолепная история до счастливого конца, что они будут блокировать Oppo, iQOO и все остальное? Но здесь все зависит от хотел BBK. Просто то, что они это уже делали, это факт. И даст ли кто-то вам стопроцентную гарантию, что они это не делать будут с Oppo? Ну хорошо, посмотрите в глаза этого человека, который говорит, если они это будут делать, обращайтесь ко мне, я отдам вам деньги за смартфон. Круто. Следующий момент. Если говорить про оповещение, посмотрите комментарии, особенно у меня, половина народа пишет. Все в огне, оповещение на Always On Display, которое вы кастомно будете устанавливать. То есть вам нужно будет качать Always On Display. Там есть определенная схема. Он будет у вас работать. Все оповещалки от всех программ после того, как вы полюбитесь. И второй момент, разумеется, через ADB нужно будет удалять максимальное количество китайщины. Повторяюсь, всю китайщину вы не удалите. То есть у вас получается смартфон по цене iPhone 15 Pro Max, без Android Auto, с урезанным функционалом по AOD, с гипотетическими проблемами с китайщиной какими-то мелкими, но великолепный экран, который, к слову, мне не нравится, потому что здесь закругленные края. И так как здесь закругленные края, здесь есть искажение. Как мне говорят, у тебя искажение, потому что ты очки носишь. Я очки надеваю, для того, чтобы в обзорах было проще камере фокусироваться. Ну, проще говоря, для красоты, как аксессуары для работы с экранами. В обычной жизни я использую очки только с монитором, и то не всегда уже. Когда работаю с смартфоном, я очки не использую. И искажения здесь не из-за моих очков. То есть они реально прям видны. И не в одном обзоре. Я думаю, что вы еще в перспективе увидите несколько обзоров, в которых на это обратят отдельное внимание. USB здесь версии 3.2 ген, то есть быстро все у нас скидывается. Напоминаю, что IP68, я его топил, с ним ничего не произошло плохого. По поводу съемки, вы сами все сейчас видите на основной модуль. Все хорошо, то есть видеосъемка классная. Почему я бомблю? Потому что X6 Pro был дешевле. Либо мне так показалось. Нет, он был реально дешевле. И второй момент, здесь вот эти вот два перископа, которые, знаете, здесь разная все время история продавцов. Одни мне писали, может, это не продавцы, я допускаю, что это покупатели, что кому-то нужно для спорта это X6. В итоге я говорю, что вот по моим тестам телевик X6 здесь отвратный. Другие теперь говорят, ну это портреты. Ну, друзья, можно просто оптическим зумом портреты делать. Еще много на что. Вы понимаете, что портреты на что угодно ты будешь делать при любом раскладе в режиме портрет. Ну, если вы кого-то делаете портрет при любом раскладе вы его будете делать не натуральный. И для этого вам суперская камера не нужна. Вам все равно нужно будет эффекты туда накидывать и все остальное. И опять же, у всех свое. Отвечу словами любителей фотографии. Лучше фиксы никто ничего не придумал. По сравнению с оптическим размытием, с настоящей камеры, любая фотография портретная на смартфон на данный момент будет проигрывать. Вы можете написать, что это не так. Фотограф в такой-то конторе, такое-то портфолио, снимаю на Oppo, потому что еще, наверное, и... Ну вот потому что вы фотограф. И тогда я скажу, ну да, теперь я знаю и буду ссылаться, что вот в этой вот месте, где официально занимаются портретами, зарабатывают на этом деньги, используют смартфон Oppo, а не оптическую. Ну, кстати, это мне очень интересно будет, если реально кто-то напишет, я буду этому очень рад.
буду на вас ссылаться, делать вам бесплатную рекламу, что вы на смартфоны Oppo, а не на фотоаппараты фотографируете людей в портретном режиме. При том, что за 80 тысяч рублей ты можешь купить себе бэушный полнокадровый Sony A7C. То есть это просто бомбический фотик, просто бомбический. Да, он будет БУ, но за эти деньги, за которые вы купите этот смартфон, вы реально себе купите тушку уровня беспредельно круто. И к чему это все? К тому, что великолепный смартфон для портретов, есть определенные минусы у него. Если у вас есть Oppo Find X6 Pro, однозначно переходить не стоит. Oppo Find X5 однозначно переходить не стоит. Если вы не знаете, что во всех смартфонах существует режим не мастер, а какой-нибудь профи, которые более-менее дорогие, и там вы можете устанавливать все настройки, и все фотографии будут классными, мне написать спасибо в комментариях. Если вы не знаете при этом, что такое Gcam, если у вас вдруг нет этого режима, тоже напишите спасибо в комментариях, потому что как только вы откроете для себя эту бездну, вы поймете, что режим мастера это как у всех. И, разумеется, это обычный маркетинг, потому что вы выкладываете свои деньги для того, чтобы эта штука за вас думала. И в режиме Телевик X3, и X6, и ночью, и днем достали, сфотографировали. Если вам хочется все подбирать ручкой, если вы не живете в моменте, что вам надо, у вас есть и такие, все остановились, спортсмены, бежим, стой, у нас солнце начинает садиться, ждем, когда оно поднимется, еще прожектор сюда, все, я сейчас сфоткал в X6, огонь. То есть, если в этом режиме, то все, вы правы. Если по поводу портретов, и вы ловите кайфушку от этого смартфона больше, чем от яблока, либо фильтров в запрещенных сетях, которые, кстати, очень неплохо работают на любых смартах. Супер. Вот. И чтобы я не говорил про этот телефон, он нереально крутой. Если у вас есть на него деньги, и вы понимаете, что это такое, и вы не планируете менять смартфон года 3, и вам необходимо вот что-то уникальное, что он может предложить вам, допустим, отсутствие 8К 30 FPS, ну, логично, да, если у человека есть 90 тысяч на смартфон, откуда у него будут деньги на телевизор с 8К? Да и кто 8К будет в перспективе смотреть, правда? Хотя примерно то же самое мы про 4К говорили или нет. Не будем. Если вы досмотрели до этого момента, я надеюсь, вы подпишетесь на канал, потому что я понимаю, что я все равно поедаю каким-то образом у своего основного канала просмотры. Вот. Но мне это интересно, потому что всегда можно увидеть, как что снимало в одних и тех же условиях, с одним и тех же плюс-минус лицом, с одними и теми же плюс-минус цветами, и всегда можно реально сравнить. Плюс здесь вкусовщина. Если вам нравится, то вам нравится. Разумеется, неважно, кто что говорит. Но, опять же, стоимость этого смарта подразумевает, что он должен быть прям вообще очень хорош для вас. Девайсу от меня однозначное да, и всем его направленному микрофону, который там в уголке, и вспышки, и телевикам, и ультраширику, и переключением удобным, и всему. Но я здесь не вижу, если бы он в глобалке также стоил, вопросов нет. Но вот сейчас, да, у него все бенды, русский язык, у Google сервиса, разумеется, на борту. Насчет вероятности разблокировок, и по поводу повальной там годовой гарантии везде, у меня здесь нет гарантии на него на год, я уточнял. В России напишите, может быть есть, если есть. Кто-то мне может прямо написать, да, я звонил, есть, а не может быть. Потому что может быть, опять же, кто говорит, продавцы, чтобы вы купили, такие, ну не может, значит. Я с этим разбираться не буду, мне его продавать не надо. Я, насколько мог, разобрался, я его уже продал, к слову, еще до того, как сделал обзор. Понятно, что с дисконтом, но все равно. Добра и удачи вам, дорогие друзья.